Всем бодрящий пасмурный привет. В Финляндии сегодня, между прочим, день Sony, и не той, которая PlayStation. Но Даур Авидсба на финишной прямой со своей историей Лары, а инфакт без сна и покоя в 3 часа ночи понедельника снова делаю я. Эх, надо валить в Финляндию. Короче, за окном 27 июля, у микрофона Максим Кулаков, а на ваших экранах вести минувших выходных от Stop Game.ru. Двери ежегодной выставки QuakeCon вчера захлопнулись за спиной последнего посетителя, и павильоны сегодня остывают, а вот горячие новости пока нет. Начнем, пожалуй, с ваших любимцев и главных героев мероприятия — Fallout 4 и Doom. Преисподнюю оставим на десерт и сперва поговорим о сводках с выжженных пустошей. Как вы можете помнить, на первой презентации в ходе E3 Тодд Говард с гордостью рассуждал про мистера-помощника и его богатый словарный запас, благодаря которому робот сможет принять и употреблять почти любой вариант обращения к хозяину. На QuakeCon от слов перешли к делу и наглядно продемонстрировали, как Железный Осьминог использует не только заурядные имена, но и крайне изобретательные варианты, которые наверняка придутся по вкусу тем, кто родился незадолго до релиза Fallout 3. К примеру, Бубис или Fuckface. Кроме того, выяснились кое-какие детали системы прокачки, которая по-прежнему опирается на базовую структуру Special, но сопутствующие элементы несколько переиначены. Каждая из 7 корневых характеристик имеет 10 дополнительных перков, открывать которые позволят по одному на каждый новый уровень развития. Оформлено все это дело в самых лучших традициях, а каноничный мультяшный паренек на экране Пип-Бой забавно передает суть способностей примитивной анимации. Также рассказали и кое-что новое о будущих компаньонах главного героя, которых в общей сложности будет аж целых 12. При этом пройти игру в гордом одиночестве никто не помешает, и даже более того, за это дадут ачивку. Впрочем, если вдруг заскучаете, к вашим услугам целая обойма харизматичных сопартийцев со своими скелетами в шкафу, интригами, мотивами и даже взаимной неприязнью. Любопытно еще и то, что с любым из них можно будет вступить в романтические отношения вне зависимости от половой принадлежности, что заранее попахивает сочными срачами. Особенно если учесть, что подчеркнутое «с любым» не факт, что исключает робота и собаку, что уже успели подметить фанаты. А может и исключает. Как знать. Ну и вдогонку хорошая новость для приверженцев мобильной платформы Android, которым нечего делать в ожидании Fallout 4, пока счастливые обладатели iOS вовсю хозяйничают в убежищах. Fallout Shelter вырвется за яблочные пределы уже 13 августа, и где-то рядышком с этой датой получит обновление с тем самым мистером-помощником, когтями смерти и кротокрысами. Ура, что ли? Теперь, что касается Doom и КК-демонов. Как мы все знаем, культовая серия остервенелых шутеров переживает нынче не что иное, как перезагрузку, а это ведь нехилая ответственность. Слишком уж легко провалиться с выбором неверной дороги на перекрестке современных геймерских потребностей. Само собой, у id Software перекресток особенно сложный, им не позавидуешь. Надо ведь как-то угодить сразу всем, как новичкам, которые про бренд только слышали, потому что последняя номерная часть вышла на минуточку более 10 лет назад, так и бородатым фанатам, которые ни за что не простят разработчикам пренебрежительного отношения к канонам. Сотрудникам GameSpot удалось докопаться на эту тему до вице-президента по маркетингу в Bethesda Пита Хайнса и исполнительного продюсера id Software Марти Стрэттона. По их мнению, каноны были соблюдены весьма бережно, и все поправки на современность сделаны очень вдумчиво. Дескать, все лучшее и самое характерное из прошлых частей девелоперы преобразовали, приумножили и оформили в шутер, от которого все ждут, что он будет из ряда вон выходящим, и он будет. Однако нельзя жить только прошлым, и с этим нужно смириться. Будущее, кстати, не в последнюю очередь за качеством картинки, и в этом плане id Software тоже настроены весьма решительно. Они не только не рассматривают иные варианты, кроме как 1080p на 60 FPS, но и вообще намерены схлопотать звание лучшей игры в таком режиме. Как бы странно это ни звучало. У нас такой номинации, например, в итогах года нет. Но стоит задуматься. Что до обещанного предзаказчиком Wolfenstein The New Order доступа в бета-тест мультиплеера, то все в силе и он состоится. Однако еще не ясно, насколько скоро, и вообще сперва будет закрытый альфа-тест, куда пустят далеко не всех из них. Такие дела. Однако, что вы любите больше, чем Fallout 4 и Doom? Правильно, Half-Life 3. И вести о ней тоже имеются, вот только вряд ли они вам понравятся. Есть на просторах Ютуба такой канал эпатажных предсказамусов под названием The Know, где нередко звучат самые актуальные сплетни и слухи.
Порой, конечно, дружба их информации с объективной реальностью стремительно расторгается, но бывает нередко и наоборот. К примеру, у них первых состоялся неофициальный анонс Dark Souls 3, а также они предсказали Xbox One без Kinect, когда Microsoft еще вопили, что об этом не может быть и речь. Короче, согласно их источнику, Half-Life 3 все-таки в разработке, что не очень-то и новость. Но трудятся над ней несчастные 10 человек, потому что с 2009 года команда лишь только убывала, и сотрудники расходились по другим проектам. А потом в 2012 вышла Mass Effect 3, и Valve якобы вообще напугалась и претерпела резкое снижение творческой эрекции, глядя на разгневанную толпу, вооруженную говнометами. Дескать, за последние 10 лет народ уж слишком обнаглел, поэтому Half-Life 3 лучше оставить до лучших времен массового просветления. Впрочем, резонансный срач по этому поводу на форуме Reddit спровоцировал на комментарии Марка Лейдлоу, который дизайнер и сценарист Half-Life, и он решительно отверг всю эту чушь, заявив, что бояться каких-то там фанатских срачей из-за Mass Effect для Valve не по понятиям. Короче, ВОЗ и ныне там. Тем временем в направлении релиза уверенно шагает Deus Ex Mankind Divided, и я просто не имею права не затянуть выпуск ради хорошей новости для самых преданных Адамов Дженсенов. Убежденные хардкорщики и сторонники стелса прекрасно помнят ту боль, которую переживали в схватках с боссами в Human Revolution. Тогда авторы попросту не доглядели за балансом, и получилось так, что, развивая скрытность и красноречие, при встрече с высокопоставленными негодяями оказываешься буквально без трусов против пулемета. Отшутиться не получится, они не слушают. Теперь авторы изо всех сил обещают, что подобного беспредела в новой Deus Ex ни в коем случае не будет, и пацифистам обязательно завезут достойный болтологический арсенал для дискуссионных поединков с боссами. Однако не стоит забывать, что решать все подряд дебатами, избегая любого кровопролития, чревато разными интересными последствиями. Как знать, вдруг поставленные в живых противники под конец нападут дружным строем, и заболтать всех сразу уже не получится. Ну и на закуску немного выпендрежа от Electronic Arts. Разработчики явно чрезвычайно гордятся своей свежей версией нового движка Frostbite и по такому поводу не упускают шанса козырнуть графоном, который вообще-то действительно впечатляет. Еще в первой геймплейной презентации нам показывали очень крутой переход от реальных съемок к виртуальному окружению, а теперь вот для наглядного сравнения решили показать картинку, на которой с первого взгляда не очень-то и разберешь, где фотография, а где Need for Speed. Далеко не факт, что подобный уровень мы увидим в финальной версии. Ubisoft такими финтами уже успела посеять в людях скепсис, да и Ведьмак подсобил слегка. Но как знать, как знать. Нам остается лишь надеяться, верить и копить на апгрейд. Снова. А сегодня у меня на этом все, поэтому по привычке желаю продуктивного понедельника, я откланиваюсь. Вы были на StopGame.ru и смотрели Инфакт, а новости для вас конспектировал Максим Кулаков. До встречи на наших страницах.